Умиротворяющий стук колес, живописный пейзаж за окном и волнительный трепет перед поездкой. Именно так представляют себе путешествия по железной дороге тысячи людей. Но только далеко не те, кто имел возможность прокатиться по самым опасным железнодорожным перегонам мира. Любоваться пейзажем из окна они всегда будут с большой осторожностью, ведь там в буквальном смысле слова может оказаться все что угодно, от глубокого карьера и отвесных скал, до поездки над жерлом действующего вулкана. С вами Топ Смайлз, и в этом выпуске я покажу вам самые опасные железнодорожные мосты, от которых у вас наверняка пойдут мурашки по спине. Поехали! White Pass and Yukon Road, США. Железная дорога White Pass and Yukon Road соединяет два крупных населенных пункта – город Уайтхорс в Канаде и город Скагуэй в Соединенных Штатах. Самый опасный участок этого железнодорожного перегона, общая протяженность которого составляет 175 километров, проходит по территории Аляски. И именно он и привлекает экстремалов со всего мира. Ее строительство проходило в 1898 году, во времена Золотой лихорадки. Но в 1982, практически через 100 лет, она была закрыта из-за коллапса горнодобывающей промышленности. Но все же, в 1988 ее заново открыли и запустили специальный туристический поезд, отреставрированный в стиле XVIII века. И на сегодняшний день этот перегон считается инженерно-строительной достопримечательностью мирового масштаба, равных которому по сложности и уникальности в мире больше нет. Проходит маршрут по опасной скалистой местности, и высота некоторых скал достигает более 3000 метров. На особом участке пути, протяженностью в 32 километра, встречается несколько мостов, проходящих над глубокими ущельями и обрывами, опоры которых и сегодня выполнены из дерева. Эти мосты сменяются узкими и темными тоннелями, за которыми вновь следуют красивые и одновременно пугающие горные пейзажи. Если перспектива прокатиться на поезде по хрупким и узким деревянным мостам не пугает, то обязательно стоит оценить особенности дороги White Pass and Yukon Road лично. Ведь в год ее посещает более 450 тысяч туристов. Железная дорога Пилатус, Швейцария. Открытие этой довольно опасной горной дороги состоялось в 1881 году, соединяя город Альпнахштадт с вершиной горы Пилатус, высота которой составляет чуть более 2000 метров над уровнем моря. Этот невероятно сложный и опасный маршрут поезд преодолевает за 30 минут, а сама дорога считается самой крутой и извилистой железной дорогой в мире, с максимальным углом подъема аж в целых 48 градусов. Из-за этого обычная железнодорожная колея не подошла бы ни по размеру, ни по качеству. Поэтому была разработана специальная система, которая называется стойкой шестерни, и представляет из себя зубчатые колеса с позывом стойки. Благодаря этому, тяжелые вагоны медленно, но уверенно ползут вверх по обрывистым скалам, через многочисленные тоннели. В настоящее время по дороге постоянно курсируют 10 небольших красных вагончиков, каждый из которых рассчитан на 40 пассажиров. Передвигаются они со скоростью не более 12 км в час, что позволяет ежечасно перевозить около 340 любителей экстремальных поездок. Интересным фактом является то, что во всех вагончиках была максимально воссоздана атмосфера прошлого столетия, что делает поездку еще более интересной. Живописная железная дорога Куранда, Австралия. Расположенная в Австралии железная дорога Куранда является одновременно и невероятно опасной, и сказочно красивой. Проходящая через чащу тропического леса и вдоль горного ущелья Австралии, где находится красивейший природный заповедник Баррон. Она была построена еще в 1981 году и считается одной из самых живописных железных дорог в мире. Во время поездки пассажирам представится возможность полюбоваться красивейшими экзотическими растениями, горными пейзажами и водопадами, брызги которых на некоторых участках пути могут попасть в открытое окно. Безусловно, эту поездку на поезде сложно назвать скучной, ведь соединяя города Кернс и Куранду, и имея протяженность всего 37 километров, маршрут включает в себя прохождение 19 тоннелей, 93 крутых изгиба и пересекает более 40 мостов.
Раньше это был единственный способ добраться из одного города в другой без пересадок. Теперь же из Стратфорда выходят еще одни железнодорожные пути, которые являются длиннее, но безопаснее. Дорога Куранда внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и несмотря на свою красоту, в последнее время все больше теряет интерес у туристов и местных жителей из-за опасности маршрута. Железнодорожный мост Памбам, Индия. Остров Равишварам является живописным местом у юго-восточного побережья Индии, который представляет огромный интерес с туристической точки зрения. Ведь на его территории представлены уникальные религиозные и архитектурные достопримечательности. И недаром местные жители считают его самым священным местом в Индии. Но здесь есть небольшой подвох. До острова можно добраться только по бурному морю на лодке или на пароме, ну или же по железнодорожному мосту под названием Памбан, который является одним из самых опасных железнодорожных мостов в мире. Он был построен в 1914 году, а его протяженность составляет 1,4 километра. Мост тянется от материка до острова, и те, кто путешествовал и на лодке, и на поезде, затрудняются сказать, что же хуже. Ехать по неустойчивому и шаткому с виду мосту, или плыть на лодке во время шторма, тем более, что они здесь случаются ежедневно. Но все же, если вы доберетесь до острова, то наверняка останетесь довольны, что решили преодолеть такой путь. Ведь вас ждет множество головокружительных достопримечательностей, и будет довольно много времени, чтобы морально подготовиться к обратной дороге. Кольцевая железная дорога Джорджтауна в Колорадо, США. Джорджтаунская железная дорога, построенная около 150 лет назад, то есть во второй половине 19 столетия, находится в штате Колорадо, на территории округа Клэрк-Крик. Ее строительству предшествовала разработка в тех местах серебряных рудников. И много лет эта узкоколейная железная дорога оставалась для работников шахт единственным способом преодолеть скалистые горы. Когда же разработка была завершена, железнодорожный перегон пришел в запустение и постепенно разрушался. Однако впоследствии его решено было реконструировать и использовать в туристических целях, и на сегодняшний день он является достойной альтернативой самым экстремальным аттракционам мира. В 1973 году разрушенные участки дороги были восстановлены, а уже год спустя по ней курсировал туристический поезд. Переезд по этой узкоколейной дороге через горную местность на огромной высоте само по себе является довольно необычным развлечением. И самым страшным и опасным участком пути считается мост с драматичным названием «Чёртовы ворота», высота которого составляет целых 30 метров. Общая длина этого железнодорожного маршрута равняется 7,2 километра. Он проходит по невероятно красивым и горным районам и поднимается на высоту 195 метров над уровнем моря. Аса Минами-Такамори, Япония. В Японии на острове Кюсю находится железнодорожный переезд Аса Минами, который смело можно назвать одним из самых устрашающих и опасных в мире. Часть этого горного пути поезду необходимо пройти по высокому металлическому мосту, хрупкая конструкция которого на первый взгляд совершенно не кажется надежной. Мост невероятно узкий и практически лишен ограждений, поэтому создается впечатление, что одного неверного движения машиниста достаточно, чтобы поезд сорвался вниз. И это является далеко не единственной опасностью, которая подстерегает пассажиров, ведь Аса Минами проходит в непосредственной близости от действующих вулканов. Причем сам вулкан Аса считается одним из самых непредсказуемых в мире. Когда случится следующее извержение, можно рассчитать лишь примерно, и никто не даст гарантий, что в неподходящий момент у склона вулкана не окажется поезд с пассажирами. Но все же, если не задумываться обо всех этих опасностях, то пейзаж за окном покажется просто фантастическим. Покрытые густыми зелеными зарослями холмы чередуются с ущельями, по дну которых бегут стремительные реки. После очередного же извержения вулкана, который извергается довольно часто и регулярно, пейзаж выглядит не так романтично. Выжженный магмой лес делает эти места устрашающими и гнетущими. Трен Алас Нубас или Дорога к облакам, Аргентина.
Легендарная дорога к облакам сегодня является достопримечательностью мирового значения, ведь на сравнительно небольшом участке пути, протяженность которого составляет всего 217 километров, пассажирам поезда необходимо преодолеть 29 опаснейших мостов, 21 тоннель и огромное количество сложных участков, включающих резкие повороты, головокружительные спуски и подъемы. Возможности испытать прилив адреналина здесь действительно более чем достаточно, что и сделало дорогу Трен-а-Лас-Нубас популярной у туристов. Этот железнодорожный переезд соединяет Аргентину с Чили и Тихоокеанским побережьем, пересекая Анды и завершая свой путь на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Строительство уникального пути началось еще в 1921 году, и чтобы проложить дорогу по такой сложной местности, потребовалось немногим менее 30 лет. Поэтому в эксплуатацию она была сдана в 1948. Изначально переезд строился для нужд местного населения, однако уже в 70-х годах прошлого столетия уникальная дорога начала привлекать туристов. И с 2008 года по ней курсирует новый, более вместительный поезд с 10 вагонами, который может одновременно перевозить до 640 пассажиров. Тайско-бирманская железная дорога, или дорога смерти, Таиланд. Эта невероятно опасная железная дорога, именуемая дорогой смерти, имеет протяженность 415 километров и соединяет столицу Таиланда Бангкок и столицу Бирмы Янгон. Она была построена Японской империей между 1940 и 1944 годами для поставки оружия и переброски войск в Бирму в ходе бирманской кампании во время Второй мировой войны. Изначально предполагаемое направление дороги через холмистые джунгли с большим количеством рек и озер была признана непосильной строительной задачей. Но после того, как японские войска вторглись в Бирму, эта дорога стала жизненно необходима, и непосильную задачу пришлось реализовать. Сегодня же большая часть этой железной дороги уже не используется и пришла в негодность, но все же от Бангкока до таиландской станции Намток и по сей день ходят туристические поезда. Правда, она уже не внушает страх смерти, как 80 лет назад, но все же еще захватывает дух. Сам же путь проходит по живописным местам вдоль тропических лесов над обрывами гор и по высоким мостам через реки и долины. Самым известным участком маршрута является мост на реке Квай, проезд по которому заставит содрогнуться даже самого опытного туриста. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!